Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге, ну и уже о семейных путешествиях. 6 октября было год, как мы живем в Аргентине. И мы решили поделиться с вами плюсами и минусами жизни в Аргентине и рассказать, с чем нам пришлось столкнуться здесь, в Буэнос-Айресе. Ну что, с чего начнем? С климата. Одним из самых больших плюсов для нас здесь это климат, который в Буэнос-Айресе реально очень классный. То есть мы успели пожить в Америке, в Техасе, поездили по разным штатам, жили в России в разных городах. Кристина с Норильска, я с Калининграда, мы жили в Санкт-Петербурге, ездили по России. И реально вот здесь в Буэнос-Айресе климат крутой. Что классно, летом здесь не очень сильно жарко. Осень и весна нам очень сильно зашли, то есть это такая умеренная погода от 15 до 20 градусов. Есть дни, когда можно сверху одеть там куртку и тебе комфортно. Есть дни, когда ты в шорте, в футболке, в майке можешь спокойно ходить. Это относится и к осени, и к весне. Ну а зима очень мягкая, в среднем было от 10 до 15 градусов. И зимние вещи нам даже не особо пригодились. Но обидно скучаешь по снегу, что его здесь нет, но можно слетать в другие регионы Аргентины, где снег есть. И это, кстати, следующий плюс, что по Аргентине можно довольно дешево путешествовать. Еще один плюс жизни в Аргентине – это возможность поездить по Аргентине, собственно, и посмотреть ее, так как Аргентина – это довольно большая и красивая страна с очень разнообразной флорой и фауной. Здесь есть лоукосты флайбонди, которые наподобие наших Победа, но здесь они реально дешевые. То есть билеты в одну сторону по Аргентине примерно 2000 рублей на человека обходятся зачастую. Поэтому, если вы скучаете по снегу, то можно в любой момент слетать в северные регионы. В Ушуаю на край земли или в Барелочи, например, там есть горы, горнолыжка. И, кстати, о путешествиях. Мы уже путешествуем по Аргентине. На моем канале уже есть ролик о Пуэрто-Игуасу. Посмотрите, его очень интересный. Про 8-е чудо света водопады Игуасу. Также мы уже съездили в провинцию Хухуй, и ролик про это уже монтируется, скоро выйдет на канале. Уже успели съездить в Ушуаю. Поэтому не забывайте подписаться, поставить лайк этому ролику и следите за новыми роликами. Они будут реально очень интересными. Также, что для нас здесь удобно, это безвизовый режим. Так как, например, когда мы жили в Америке, то родным очень тяжело было к нам приехать в гости. И мы не виделись 4 года. Но тогда еще не было ребенка. Сейчас, естественно, потребности в этом больше. То здесь, например, вот мы уже живем год, и к нам уже приезжала мама, сейчас приедет еще одна мама. Но есть и пару минусов. Один самый большой минус – это комары. Когда здесь наступает сезон комаров, это примерно с декабря или с января, то есть здесь это лето, по март, либо даже по май, то здесь с комарами просто жуть, как их много, очень тяжело вообще находиться на улице, и даже крема и разные спреи ненадолго спасают. Комары – это действительно большая проблема, потому что ведь комары являются переносчиками болезни денге. И здесь очень многие пытаются урвать себе прививки, поставить от болезни от этой. Стою за прививками в очереди, и просто для людей не хватает этих прививок. Комары здесь адаптированы, они не боятся ни спреев, ни каких-то пахучек, не помогают ни сетки на коляску, ничего. Поэтому единственный выход – это максимально избегать мест, где эти комары, и сидеть дома. Еще одним главным плюсом Аргентины является отношение к иммигрантам. По факту даже самого понятия иммигрант как такового здесь нет, потому что даже на уровне Конституции у них прописано, что любой приезжий здесь, грубо говоря, как свой. Но суть в том, что каждый аргентинец в каком-то поколении приезжий, и они об этом, в отличие от американцев, помнят реально и чтят, и любят всех приезжих, которые сюда приезжают, получают гражданство и остаются в этой стране, чтобы делать ее богаче и развивать. Еще один плюс уже конкретно Буэнос-Айреса, что это такой прям мегаполис, и здесь очень развитая инфраструктура. Особенно это хорошо видно на примере с Америкой, так как мы жили 4 года в Америке, и в Америке не развит общественный транспорт, так как там все привыкли ездить на машине, и очень большие расстояния. Для того, чтобы куда-то добраться, нужно садиться на машину и ехать довольно длительное время. Здесь же все в пешей доступности, прям во дворе есть различные магазинчики, все, что хочешь, рядом под рукой. То есть жить здесь, в принципе, удобно так же, как и в России. Вообще, почему многие решают именно переехать в Аргентину? Потому что здесь есть бесплатное медицинное образование, которое на хорошем уровне. И опять же, это очень хорошо видно в сравнении с Америкой. Когда мы жили в Америке, медицина для нас была практически недоступна. Здесь ты можешь бесплатно вылечиться. Но оплатная медицина довольно дешевая. Именно поэтому сюда все едут народы, потому что здесь достаточно хороший медицинский уровень, хорошее медицинское оборудование, но со своими нюансами.
Но сюда едут рожать еще не только из-за медицины, но также и потому, что здесь очень классное отношение к детям. И это действительно ощущается с первых дней, как мы сюда приехали. Когда ты беременный, тебя спрашивают, как зовут твоего малыша. Наверное, достаточно показательная ситуация, когда я гуляла с собакой, мне нужно было за ней убрать, а я была с животом. И ко мне подошла женщина и предложила мне помочь убрать ее продукты жизнедеятельности. Но это действительно удивляет, потому что в России я не могу себе представить похожей ситуации. У нас там многим даже не уступают в автобусе место, а здесь люди готовы подойти и убрать за собакой говно вместо тебя, потому что ты беременный. Продукты жизнедеятельности. На самом деле, да, когда беременная заходит в автобус, водитель кричит на весь автобус: уступите место беременной. Всегда пропускают в очереди с маленькими детьми. Действительно, всегда умиляются. От маленьких детей до подростков и до пенсионеров подходят и умиляются твоему ребенку, спрашивают, сколько ему лет, как его зовут. Играются с ним. Играются. Это все реально искренне. И, наверное, отсюда вытекает и момент, что здесь нет буллинга. Ну и сразу пару слов об образовании, буллинге и безопасности в школах. Первое, образование здесь бесплатное, доступно для всех одинаково. То есть у них вообще считается, что у всех людей равные права, и все имеют право на обучение. Могут поступить в университет без экзаменов. Ну а через год, когда вы сдаете экзамен, уже понятно, кто отчисляется, а кто учится дальше. Но здесь у всех есть возможность восстановиться на учебе, по-моему, довольно долгое время. И что я могу сказать о буллинге и безопасности в школах, как я лично считаю, Аргентина — это одна из самых, наверное, если не самая лучшая страна для взращивания ребенка. Не только потому, что здесь все любят детей, но потому, что им здесь реально безопасно находиться и расти. Буллинга здесь как такового нету, так как здесь хорошо относятся к приезжим, то и детям легче адаптироваться в новых школах и ко всем относятся на равных правах. Что касается безопасности, здесь даже есть такой мем в социальных сетях, когда кто-то обращается к американцам, то чтобы их упрекнуть, говорят: зато у нас не стреляют в школах. Во многих школах большие ограды с проволокой, и охранники, не как у нас там на вахте сидит женщина, пенсионерка, а здесь реально там стоят здоровые мужики в самом расцвете сил. То есть вот у нас тут буквально на углу школа, и двое стоят на входе, и еще двое стоят по углам школы. Когда час пик, когда дети приходят в школу и уходят, они стоят, регулируют, смотрят в том числе за тем, как они переходят дорогу. То есть к детской безопасности здесь относятся очень тщательно, в отличие от других стран Латинской Америки. И сразу хочется сказать про безопасность в целом в стране. Многие считают, что в Латинской Америке опасно, но если вы откроете любые ролики наших людей, которые живут здесь в Аргентине, многие говорят, что это безопасная страна, количество убийств на душу населения ниже, чем в России, чем в США. Все, в общем-то, здесь хорошо. Но Аргентина такая страна, что в любом месте, где вы видите плюс, вы можете и найти минус, какое-то но. Также и здесь, да, здесь действительно чувствуешь безопасность, по крайней мере, вот в таких хороших, богатых районах, Палермо, Реколета, Бельграно, там еще несколько есть. Везде патрулируют полицейские машины, на мотоциклах, в парках на квадроциклах ездят, по улицам с дубинками ходят, по 2 человека патрулируют день и ночь, постоянно можно встретить, много полицейских участков. На улице стоят специальные столбы для вызова помощи. Везде есть камеры. Но в отличие, например, от России, здесь ты чувствуешь себя не совсем в безопасности, потому что понимаешь, что тебя в любой момент могут ограбить. Мы с этим, к счастью, еще пока не сталкивались, но в чатах часто довольно пишут люди, как у них украли телефон, выхватили там из рук, на перекрестке, сорвали цепочку, да. Всякое происходит. Вот, это здесь есть. И особенно, если вы куда-то от центра дальше отъезжаете, риск этого возрастает. Главное все время просто быть начеку. То, чего нет, например, в Америке или в России, там ты чувствуешь себя довольно расслабленно, не задумываешься о своей безопасности, то здесь постоянно нужно находиться начеку. Ну и, конечно же, еда. Но здесь точно так же, как и в любом плюсе, есть свое но. Аргентина считается страной говядины и вина. Смотрите, сегодня зашли на рынок, какие стейки взяли говяжьи. И вот такое вот винишко 17-го года Мальбек. Заходите в гости, налью вам. И действительно, здесь очень большой выбор свежей говядины, она очень вкусная. Большой выбор довольно дешевого вина, и оно все очень вкусное. На этом плюсы по еде все. Потому что на самом деле в целом еда и кухня в Аргентине лично нам не очень нравится. Ну и с многими, с кем мы разговаривали здесь, приезжими, им тоже не супер заходит после там России, Европы или тоже Америки, где можно, в общем-то, встретить все и на любой вкус. Здесь с этим тяжелее. В Аргентине культ итальянской еды. И, как правило, во всех кафе и ресторанах вы найдете пиццы, пасты. Ну и местная аргентинская кухня. Это везде будут эмпанядосы, типа пирожки с мясом, миланьеза, мясо по-французски, только из говядины.
Панировки. Панировки, да. Да и, пожалуй, все. Ну и стейки. И, естественно, везде десерты с вареной сгущенкой. Дульче де лече здесь национальный десерт, и практически все десерты делаются с вареной сгущенкой. Они ее везде пихают, везде она продается, и на самом деле от этого очень быстро устаешь. Это прям такой минус. Ну и на самом деле вкусовые качества тоже не очень часто бывают недосоленные, то есть еда безвкусная, в принципе, без специй. По качеству тоже она часто страдает. Если ты берешь какой-нибудь салат, такие вяленькие листочки, подпортившиеся томаты, ну то есть довольно часто бывает несвежая еда. И, кстати, мы еще заметили, что еда довольно быстро портится, что для нас странно, хотя, возможно, потому что она более натуральная, и, да. возможно, это плюс, но когда ты часто выкидываешь продукты, то это скорее становится минусом. Опять же, здесь не очень сильно распространено полезное питание, оно вроде как распространено, есть даже отдельные магазины, их довольно много по городу, но разнообразие таких правильных продуктов не такое большое, как в России. Ну и когда начинаешь докапываться до истины, читаешь составы, то понимаешь, что от полезного там только одно название. Как правило, все равно все эти десерты содержат сахар, муку, и то есть действительно, как в России, вот большой выбор протеиновых батончиков, мороженого с хорошими составами, которые можно на любом питании, диабетикам и так далее. А здесь такое очень редко встречается, и стоит это в разы дороже. На примере, за все время мы нашли продукцию вот этой фирмы, она, в общем-то, неплохая, без сахара, но практически вся их продукция делается с мукой, с обычной пшеничной, что как бы не очень. Здесь также есть еще альфахорес. Альфахорес — это такой местный аргентинский десерт, и они есть без сахара, что довольно приятно, но тоже многие делаются с мукой, например. И здесь есть вареная сгущенка, конечно же, куда без нее в Аргентине, которая без сахара, на стевии. Еще есть варианты на спленде, на сахарозаменителе, и без лактозы. Протеиновые батончики здесь вообще есть невозможно. Ну и, в общем-то, и все. Реклам. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. Мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите еще программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. А если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем договориться о тренировках в Палермо. Даже здесь, в этом зале. Аргентина считается собачьей страной, что для нас является плюсом, так как мы любим собак, у нас есть бультерьер, и мы сюда ехали, зная, что собак здесь все приветствуют. Действительно кажется, что в этой стране созданы все условия для людей с собаками, потому что у местных бывает по 2, по 3 собаки, и кажется, что ты можешь входить с собакой, да, в каждый магазин, в каждую кофейню, должен быть транспорт для того, чтобы ты мог передвигаться с собаками спокойно, и мы ехали примерно с такими ожиданиями сюда. Но для нас было разочарованием, когда мы узнали, что, оказывается, здесь с собакой нельзя в автобус, в метро. Есть какие-то определенные часы, какие-то дни, но по факту... Это только для метро. Да, но по факту как бы ты не поедешь в какое-то специальное время, да, с собакой. То есть ты хочешь спокойно с ней передвигаться, заходить в магазины. Я не могла зайти с собакой даже в обычный китайский магазинчик на углу. Ее заставляют оставить на улице. Но на улице ты собаку оставить тоже не можешь, потому что очень часто нет специальных замочков, да, у магазина, куда можно привязать собаку. Да и к тому же здесь полно бездомных. И как бы в России, да, сейчас уже все магазины разрешают ходить с собаками, а везде, как правило, в кофейнях для собак делают условия, да, создают. Здесь это должны быть только специально отведенные места. Надо понимать, что даже такси здесь не вызвать с собакой, потому что у них нет такой опции выбрать, что ты с собакой. И мы как-то вызывали, очень долго стояли такси, у нас машин 5 приезжало, и все уезжали, говорили, что они собак не повезут. Вот просто вот такая вот собачья страна. Есть, кстати, такси Cabify, где есть такая функция, можно выбрать собаку, но я еще не проверял. Пока мы об этом узнали, мы уже перестали ездить на такси. Стали вызывать ветеринара просто на дом. Это здесь, кстати, довольно дешево и удобнее. Вообще, в чем плюс для бизнеса, когда они разрешают заходить с собаками? Я со своей собакой провожу 24/7. Я хочу с ней выходить не просто погулять утром и вечером, брать ее с собой по магазинам, в кафе и рестораны. И вот, например, в местном ТЦ в Альто-Палермо сделали такую функцию. Ты можешь прийти с собакой, но заходить в отдельные магазины с собакой нельзя. Вопрос, зачем мне заходить в ТЦ с собакой, если в магазины меня не пускают? В целом, да, это очень странная функция. Конечно, классно, здорово, но по факту я иду на шопинг, я буду мерить вещи, мне не очень удобно с собой брать собаку, да. И как бы сделайте лучше другую функцию, чтобы я ходила гулять с ребенком и могла вместе с ребенком и собакой забежать в кофейню, взять кофе и идти гулять дальше. В общем-то, мы уже перешли к минусам, и здесь хочется сказать о самом главном минусе Аргентины – это экономика и постоянная инфляция. Если вы видели, да, какие здесь деньги в обороте, то есть это огромные пачки денег, тебе приходится брать все время с собой. Если у тебя нет кредитной карты, а мы, например, до сих пор так и не завели, в магазине ты все время переживаешь, хватит ли тебе этих денег. Ты хотел бы что-то взять, купить, но ты боишься, что тебе не хватит. И ситуация такая, либо ты просто это не берешь, либо ты берешь, но на кассе очень часто приходится выкладывать. И это, конечно, очень сильно ухудшает качество жизни. Если еще недавно Аргентина считалась довольно дешевой страной, в том числе для родов, и, например, еще в прошлом году жить здесь было дешевле, чем в России, то сейчас цены во много раз выше.
Ну и надо понимать, что за высокие цены вы получаете не очень хорошие по качеству товары. Например, в самом начале, когда мы только приехали, я очень хотела пылесос. И в России мы заказывали самый обычный пылесос за 3, по-моему, тысячи. За 1000 он стоил рублей. За 1000 рублей на Озоне по скидке. 10 тысяч песо. Он у нас проработал, по-моему, 3 года, его кусала Сельвис, что только не было. Здесь мы заказали на местном Меркадо Либре подобного же, да, плана. В 3 раза дороже. В 3 раза дороже. И он развалился на 2-ю неделю. То же самое здесь с одеждой. Многие жалуются, покупают даже дорогую одежду в хороших магазинах, после первой стирки все в катышках. Я купил одежду, например, в Эренс, это такой местный очень крутой мужской магазин, и у меня реально там на штанах торчат нитки просто во всех местах, каких только можно. Я постирал 1 раз, и на джинсах появились катышки какие-то. Как вообще на джинсах могут быть катышки, непонятно. Также еще хочется сказать о стоимости и качестве жилья. Нас эта проблема обошла стороной. Нам, в принципе, повезло. Мы сразу нашли сходу буквально на 2-й день ту квартиру, которая нам нравится, и в ту цену, которая нам подходит. Вообще, мы слышали очень много разных историй от русских, насколько здесь тяжело найти хорошее жилье, очень дорого стоит, и часто все в квартире просто может разваливаться. В квартире может быть холодно, например. Нужно оставлять очень большой депозит, оформлять в специальных агентствах страховку, за это экстра доплачивать. Часто квартиры, например, сдаются без мебели, а с мебелью ценник еще намного выше. Отдельная проблема, если вы приезжаете с собакой, таких квартир, куда пускают с собаками, значительно меньше. Ну и также за собаку требуют оставить дополнительный депозит. Часто местные аргентинские агенты могут обманывать и неправильно составлять договор. В результате вы не получите назад свой депозит. Когда в последние годы была проблема с большим потоком иммигрантов в Аргентину, то вообще была проблема с квартирами. Найти что-то подходящее, это стоило очень больших денег, и сразу требовали оплатить всю стоимость на год вперед, включая проценты агенту. Кстати, здесь за каждый месяц вы доплачиваете к стоимости 20% просто агенту. Не как у нас 1 раз за сделку, а каждый месяц к стоимости будет приплюсовываться 20% агентских. Конечно, можно найти квартиру напрямую через собственника на местных сайтах, о которых мы рассказали во 2-й серии нашего влога. Но, естественно, здесь бывают свои трудности, и юридически вы защищены меньше. Эту квартиру мы нашли на Зонапроб на 2-й день. Более того, нам отменили агентские, нам снизили стоимость, не потребовали депозита за собаку, и мы не оформляли никаких страховок. Плюс в квартире была вся нужная мебель и техника. Здесь относительно свежий, красивый ремонт, что для нас довольно важно. У квартиры очень хорошее расположение, вокруг всевозможные парки и вся инфраструктура. Но так повезти, тьфу-тьфу, может далеко не всегда. И если мы говорим уже про плохое качество товаров, то стоит сразу упомянуть и плохой сервис в Аргентине. И это реально очень большой минус Аргентины, который никому не нравится из приезжих с Европы, России и других стран. Если вы едете в Аргентину, то надо быть готовым, что под вас никто не будет подстраиваться. Вы должны подстраиваться под компанию. Например, с отелями для собак вы подстраиваетесь под их время, вы должны собаку сдавать только тогда, когда удобно им. Если вы, например, заказываете диван или какую-то еще продукцию, и вы видите на картинке один товар, но вам придет другой, то вам скажут, что я художник, я так вижу, никто не будет исправлять свои ошибки. Ну, либо того товара просто не было, и я решил тебе прислать другой товар. Это тоже здесь очень часто распространено. Ни один сервис доставки не даст вам никакой гарантии, потому что, как правило, никто не будет защищать ваши права, ваши интересы. И на самом деле здесь проблемно еще и потом вернуть товар, а чаще всего ты делаешь это вообще за свой счет. И даже местный Меркадо Либре, который считается официально довольно такой крупной организацией, не дает никаких гарантий. Например, у нас недавно случилась ситуация, что я продал телефон, отправил ее покупателю, а он сделал клейм, что он ничего не получил, посылка была пустой. Слава богу, я уже, в общем-то, по опыту жизни в других странах научен. Я записал видео, как я его упаковываю, отдаю в службу доставки одним файлом. У меня есть свидетели, но при этом Меркадо Либре вообще меня никак не слушает, просто повесила на меня, что я мошенник, забрала деньги, то есть у меня ни телефона, ни денег, ну и теперь мы подаем в суд. Ролик на эту тему выйдет отдельно на канале, когда мы пройдем все этапы, подробно об этом расскажем, поэтому, если вам интересно, тоже следите, видео про эту тему выйдет. В общем, самое главное, что надо понять, что здесь не сервис подстраивается под тебя, а ты будешь подстраиваться под сервис, ну и, скорее всего, товар, который ты получишь, и за который отдашь еще большие деньги, будет низкого качества. Также, например, недавно наш знакомый пытался заказать дорогую услугу у одной фирмы и очень долго им настойчиво писал, они не отвечали. Потом через несколько недель они сказали, что у них закончились уже места, ну и что они не готовы к такому ведению бизнеса, когда клиент так активно и настырно спрашивает и пытается купить какую-то у них услугу, они ее просто не захотели продавать ему. Да, для нас это дико, когда у человека есть деньги, он приходит и говорит: вот, у меня есть деньги, я готов тебе заплатить, просто дай мне, да. Здесь это не работает, потому что здесь действует местная транкила. Транкила на все. Транкила в переводе с испанского это спокойствие, и спокойствие у аргентинцев в ДНК.
Также эта местная транкила очень хорошо видна в официальных учреждениях, когда ты получаешь, например, какие-то документы. Тут будьте готовы, что у вас будет очень много проблем. Так, например, у нас была ошибка в свидетельстве о рождении Добрыни, потом его ДНИ в местном паспорте. И, кстати, ролик на эту тему есть на канале, посмотрите. Когда мы ходили оформлять наши ВНЖ, да, мы их уже получили, можете нас поздравить, мы очень долго сидели в очереди. Сотрудницы, которые оформляли документы, разговаривали о футболе, о том, какие вкусные духи одна принесла, они там все нюхали эти духи, пили маты, ели эмпаньядосы. То есть, представляете, да, какое-то государственное учреждение, большая очередь, окошки, ты подходишь, садишься, на тебя заполняют документы, вносят данные твои в государственные службы, они параллельно там сидят, пьют мате, встают, уходят там нюхать духи, покушать могут при тебе там и так далее. Естественно, из-за этого, из-за вот этой вот местной транкилы получаются ошибки в документах. Например, когда мы оформляли вид на жительство, у нас в итоге потеряли одну бумагу. Из-за этого подача и ожидание всех документов становится существенно дольше. И отдельно про очереди. Это вообще такой местный прикол для всех приезжих. Аргентинцы обожают стоять в очередях. Реально обожают. И, скорее всего, это вытекает из проблемы местной транкила, что они все делают на расслабоне. Да, например, на кассе в магазине продавец будет сидеть спокойно, там, отвлеченно о чем-то разговаривать, точно так же может пить мате, при этом стоит очень большая очередь, но его это не волнует. Но надо сказать, что в очередях они стоять умеют, очень организованно это делают, занимают ее по любому поводу и в любом месте. Но, если честно, это просто дико раздражает, потому что ты просто стоишь в очереди в магазине и видишь просто, как они там общаются на какие-то свои темы, просто жесть. Из-за этого не хочется ходить в магазин. Многие тут только из-за этого заказывают доставки, потому что, стоять в очередях невозможно. Ну и последний минус, который мы можем вспомнить. Аргентина, казалось бы, жаркая страна, сразу все представляют себе пляжи, как все купаются, но купаться здесь негде. И этим, например, Аргентина уступает, скажем, Бразилии. То есть во многих домах здесь строят бассейн, у нас есть что-то вроде небольшой ванночки, даже на крыше. Я бы сказала, корыто. Но общественных пляжей, как таковых, нету. Купаться в заливе невозможно, он грязный. До океана нужно ехать несколько часов, ну и он тоже холодный. На примере США и России там очень много водоемов, даже искусственных, относительно в центре они могут быть, где можно купаться. Хотя напомню, что зачастую эти города не такие жаркие, как Аргентина. Но здесь как-то вот люди не особо любят купаться. Но для того, чтобы покупаться, людям даже приходится брать отпуск и лететь просто в другие провинции, куда-то на океан или в Барелоче. И говорят, что там тоже, в общем-то, купаться невозможно, довольно холодно. Ну, если подытожить и сказать, какие для нас два самых важных минуса здесь, которые нам мешают, это отсутствие правильного питания, точнее, качество и разнообразие правильного питания здесь. И в сезон очень большое нашествие комаров, которые переносят болезни. А самый главный плюс – это человеческие качества аргентинцев, их отношение к мигрантам, детям, животным. Ну и климат. Из всех мест, где мы жили, для нас местный климат самый классный. А мне не нравится, у меня волосы пушатся. Влажность иногда здесь небольшая проблема. Но если вы тоже живете в Аргентине, то поделитесь своим опытом, напишите в комментариях, какие минусы для вас самые существенные и что вам нравится в Аргентине. Ну и также можете рассказать какой-нибудь свой интересный случай, положительный или негативный. Я думаю, многим будет интересно, как тем, кто сюда собирается приехать, или, может быть, это кому-то поможет из тех, кто уже здесь живет. Ну и также, думаю, аргентинцам, нас очень много смотрят на аргентинцев, будет интересно почитать про свою страну со стороны. Вы можете подумать, что здесь очень много минусов, и мы недовольны жизнью в Аргентине, но на самом деле это не так. В любой стране мира есть свои плюсы и минусы, вы просто выбираете то, что ближе всего вам. Ну или то, что удобнее для вас в данный период вашей жизни. И очень хороший показательный пример. Недавно нас спросили, если бы отмотать время назад, заново бы вы выбрали Аргентину для жизни и для родов. Да, мы бы выбрали. Нам очень нравится. Так, ну все. Маши, ну как, типа, до свидания, не знаю. Там. До свидания! Спасибо, что досмотрели до конца. Всем йоу, чуваки. Ну и до скорого. Чао-чао! Спать!